Герой этой истории родился и вырос в небольшой деревне на краю густого таежного леса. С самого детства он ходил с отцом на охоту и рано научился понимать природу. Когда юноша вырос, он стал опытным охотником, и однажды с ним произошел случай, который навсегда отпечатался в его памяти. В один из дней Артем проснулся на рассвете и отправился в лес на охоту. К середине дня он решил сделать перерыв и немного отдохнуть. Впереди он заметил небольшую поляну, которая казалась идеальным местом для отдыха, но, выйдя на нее, мужчина резко остановился. Прямо посреди поляны стоял тигр. Человек замер от страха. Хищница явно услышала его шаги, потому что смотрела прямо на него, но в ее взгляде не было агрессии. Артем был сбит с толку таким поведением и, не желая стрелять, медленно опустил ружье и начал осторожно приближаться. Увидев его движение, тигрица сделала несколько шагов назад. В этот момент мужчина заметил, что это самка, так как ее соски были полны молока, а значит, где-то поблизости находились детеныши. Кроме того, он увидел, что она сильно хромает. Переживая за состояние животного, Артем тихо окликнул ее. Казалось, это немного успокоило хищницу, она перестала рычать и позволила подойти ближе. Когда мужчина оказался рядом, он понял, что рана была гораздо серьезнее, чем казалось сначала. Кто-то пытался подстрелить тигрицу, пуля попала ей в заднюю лапу, и рана уже начала заражаться. Увидев это, охотник попытался помочь, но животное предупреждающе рычало, не подпуская его слишком близко. И вдруг тигрица сделала нечто невероятное. Она развернулась и медленно направилась к краю поляны, а затем остановилась у деревьев. В этот момент Артем услышал тихий писк тигрят. Хищница аккуратно взяла одного детеныша и, прихрамывая, вернулась к человеку, положив его у его ног. Затем она принесла второго тигренка и сделала то же самое. Мужчина был поражен происходящим. Он боялся, что любое движение может спровоцировать нападение, но тигрица неожиданно начала отходить. Она обернулась в последний раз, посмотрела на своих детенышей и исчезла в лесу. Артем понял, что она не оставила бы их просто так. Скорее всего, она чувствовала, что не выживет, и решила доверить их человеку. Не желая бросать малышей, он взял их на руки и отправился обратно через лес к своему дому. Вернувшись в деревню, он отвез тигрят к местному ветеринару, чтобы убедиться, что они в безопасности. Со временем детеныши выросли и окрепли. О них узнали сотрудники заповедника и предложили выкупить животных, но Артем отказался, несмотря на большую сумму денег. Он чувствовал, что не имеет права их отдавать. В конце концов, настал момент вернуть их в дикую природу. Тигры выросли сильными и самостоятельными, способными выживать в лесу. Мужчине было тяжело с ними расставаться, но он понимал, что так правильно. Прошло несколько лет, и однажды Артем снова отправился в лес. Там он неожиданно столкнулся с огромным медведем. В самый неподходящий момент его ружье заклинило, и он бросился бежать. Но уйти не удалось. Зверь быстро догнал его в чаще. И вдруг мужчина увидел двух тигров. Это были они, те самые детеныши, которых он когда-то спас. Они без колебаний бросились на медведя, давая человеку шанс спастись. После короткой, яростной схватки медведь отступил и ушел вглубь леса. Артем стоял, не веря своим глазам. Он понимал, что, возможно, больше никогда их не увидит. Но в тот момент он был счастлив, потому что знал. Они выжили, стали сильными и вернулись в свой мир. И самое главное, они отплатили добром на добро. Дорогие зрители, если вам понравилась эта история, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. До свидания.